Давайте начнем не с 93-го года, а чуть раньше, и поговорим про то, что предшествовало этим Обманули. событиям. Понятно. А в чем была суть этого противостояния между президентом и Верховным Советом? Где оно родилось? Я думаю, противостояние родилось где-то году, оформилось в 92-м, конечно, между президентом и парламентом, когда Борис Николаевич несколько раз предлагал Гайдара, Верховный Совет отказывался, съезд отказывался, все постепенно нарастало, там Хасбулатов допускал какие-то не очень этичные жесты по отношению к президенту. Ничего не получалось. Потом весной, если я не ошибаюсь, про 93-го года прошел референдум. Да-да, нет, да, известный. Но ничего не изменилось, то есть противостояние продолжалось. И вот так постепенно пришло к указу 1400, 21 сентября 93-го года. А в чем была суть этого противостояния? По каким вопросам они не сходились? Разные подходы к дальнейшему развитию страны были у президентской стороны и у... Я не могу сказать, что у всего депутатского корпуса того времени, но у Хасбулатова, у верхушки Верховного Совета, у съезда в целом, наверное, тоже были другие взгляды на путь, которым должна пойти страна. А с нашей, по крайней мере, тогдашней точки зрения, с нашей, говоря, я имею в виду большую часть, наверное, журналистов, это было возвращение в прошлое, от которого мы только-только-только ушли. Там не прошло и 2 лет. Да? И депутаты хотели вернуть страну обратно. А президент хотел реформ. А почему Верховный Совет хотел вернуться в прошлое? Это были просто ретрограды и консерваторы или были какие-то другие причины? Я не думаю, что значит ретрограды, да? Это не были, там не так много было людей из прошлой партийной номенклатуры. Там достаточно много было и молодых. Константинов не принадлежал к старой номенклатуре. Не знаю, было у них ощущение, что реформы либеральные, которые проводит правительство, они неправильные, они должны проводиться иначе, что вся власть должна в стране принадлежать советам. Вот это вот главное было, да? Это и возвращало наше в советское время. И вообще во многом коммунистическая идеология преобладала в Верховном Совете. Это происходило по идеологическим причинам или это была борьба за власть? Я не могу сказать, что это была просто борьба за власть. Конечно, это там было. Конечно, Хасбулатов тянул одеяло на себя. Конечно, Рудской был недоволен той ролью, которую он играл, будучи вице-президентом. Но дело не только в этом. Я была в Белом доме, я видела этих людей. Очень многие искренне верили в то, что страна идет неправильным путем. Это правда. То есть, если верхушка могла бороться за власть, то люди среднего такого звена, действительно, у них было другое представление о пути России. А расскажите, пожалуйста, из чего состоял вот этот вот идеологический компот, который в результате сварился в Верховном Совете? Под какими знаменами люди выступали? Если говорить именно о сентябре, октябре 93-го года, самые разные. Основную часть составляли коммунисты, плюс молодые националисты, плюс совсем уже фашистующие ребята, типа баркашовцев. Если говорить о военизированных каких-то частях, если можно так выразиться, то довольно много было приднестровцев. И вот это была, с моей точки зрения, основная ошибка власти, то, что она допустила проникновение в Белый дом довольно большого числа людей с оружием и не смогла контролировать то оружие, которое уже находилось в Белом доме к тому моменту. Просто оружие службы охраны Белого дома. То есть это не было завезенное оружие, это было оружие, которое почему-то хранилось в Белом доме? Там что-то уже находилось. До всего этого просто на складах Белого дома было оружие, которое принадлежало службе охраны. Вот, в ящиках,
все такое новенькое, промасленное. И оно во многом использовалось потом. А вы тогда были парламентским обозревателем, да? Я была тогда парламентским обозревателем газеты «Коммерсант». До этих событий, это было мое как бы место работы. Мне нужно было туда ходить каждый день, смотреть, как принимаются законы или отклоняются, описывать это, узнавать почему, что и как. И именно поэтому, когда вышел указ 1400, я не могла оттуда уйти, да, потому что моя работа продолжалась. До тех пор, пока депутаты там находились, мне казалось, что я тоже должна находиться там. А как вы восприняли этот указ 1400? Сейчас сложно сказать, хотя тогда, наверное, было просто. Мы его ждали. Мы его очень ждали, потому что ситуация зависла. В августе уже было понятно, что просто так противостояние не разрешится. И мы ждали каких-то действий со стороны президента, которые помогли бы ее разрешить. У нас, наоборот, было ощущение тогда, что он очень долго тянул. Пожалуй, и потом чисто журналистская радость. Да? Потому что когда ничего, то есть вроде все нагнетается, но ничего не происходит существенного, да, журналисту всегда немножко скучно. Да? А тут понятно, что совершается что-то очень важное. Пожалуй, что даже да, я могу так сказать. Тогда радость. То есть вы тогда воспринимали ситуацию так, что парламент – это реваншистское болото, а с другой стороны президент, который настроен на реформы? Я думаю, что могу сказать, что большая часть московских, по крайней мере, журналистов, конечно, находилась на стороне президентской власти. То есть мы могли по-разному относиться к каким-то вещам, действиям, отдельным действиям власти, но в целом, конечно, большинство журналистов одобряло то направление, которое хотя бы обещала президентская власть, и не одобряла идеологию и позицию Верховного Совета и съезда в целом. А расскажите, как развивались события после указа? После указа сразу было, насколько я помню, сразу возникла такая объявлена чрезвычайная сессия Верховного Совета. Все, кто был в Белом доме, там остались, и стали приезжать депутаты, которых там не было. Я, может быть, могу уже сейчас что-то путать в датах и во времени, но, по-моему, там чрезвычайная сессия продолжалась до какой-то позднего вечера. Да? Депутаты вырабатывали ответ. Кажется, в тот же день появился Рудской, и уже было объявлено, что на основании неконституционного указа президент отрешается от должности, и Рудской становится исполняющим обязанности. Все были страшно возбуждены. Не могу сказать, что перепуганы. У меня было такое ощущение, что депутаты тоже ждали и тоже радовались, что что-то произошло, и сейчас они, наверное, смогут переломить ситуацию в свою пользу. Был такой смешной день, тревожная ночь. Но вы, несмотря на то, что там работали, никак не отождествляли себя с Верховным Советом? Нет. Журналисты, которые работали в парламенте от независимых средств массовой информации, естественно, не могли себя соотнести с ним. Там была своя пресс-служба, в которой, кстати, очень хорошие ребята работали. Мы с ними дружили. Но все-таки мы приходили туда получать информацию, да, а не стоять с депутатами плечом к плечу. Вообще, если оценивать сегодня, я могу сказать, что мы тогда, журналисты, не понимали как раз, почему Борис Николаевич так медлит. И то, что когда вышел указ 1400, может быть, мы были даже большими экстремистами, если можно так выразиться, не была сменена сразу охрана у Белого дома, не арестовано то оружие, которое там находилось. То, что это было не произведено, мы считали неправильно. То есть нам казалось, что нужно все сразу взять под контроль.
Как я понимаю сейчас, Борис Николаевич надеялся, очень надеялся на мирное разрешение проблемы. Он надеялся, что депутаты действительно сами покинут Белый дом и, ну, в соответствии с указом, потом примут участие в выборах, и все закончится мирно. Но этого не произошло, и Белый дом был взят в кольцо в милиции, потом там были какие-то войска, но это кольцо, к сожалению, было проницаемым. Ну, даже мой пример это показывает, потому что за 2 недели я уходила из Белого дома, ну, раза 3-4 я его покидала. Где-то нужно было переночевать, сходить в душ, там же все было темно, холодно, горячей воды не было. И я каждый раз могла вернуться. И не всегда как журналист. То есть я находила лазейки, там, я, мои друзья. И точно так же в этом оцеплении находили лазейки люди с оружием. Да, они проходили, они все первые дни туда просачивались. Это была такая, как мне кажется, до сих пор, ну, ошибка или не ошибка, или просто невозможность сделать кольцо действительно жестким совершенно. Но все эти 2 недели, насколько я знаю, пытались люди с президентской стороны вести переговоры с теми, кто находился внутри. Многих подробностей я не знаю, но так получилось, что, например, на переговорах в мэрии, в здании СЭВа, 1 октября, может быть, совершенно случайно, мне удалось поприсутствовать. Это переговоры, на которых был Юрий Михайлович Лужков, там был Филатов, и со стороны Белого дома был, если не ошибаюсь, Соколов, заместитель Хасбулатова, и Абдулатипов. И это был нормальный разговор людей. То есть фактически очень о многом договорились. Договорились о том, что включается свет в Белом доме, что подключаются все коммуникации, что вооруженные люди сдают свое оружие, и дальше уже договариваются, как выходят, как дальше, где собираются, что обсуждают. То есть было принято соглашение номер 1, насколько я помню, называлось. И мы уходили, это переговоры продолжались до то ли 2 ночи, то есть довольно поздно. Они закончились, и мы уходили оттуда очень окрыленные, да, потому что казалось, что вот оно, наконец. Но Верховный Совет не принял результатов этих переговоров. Абдулатипов и Соколов были подвергнуты остракизму, то есть было сказано, что они не имели полномочий вести такие переговоры. И все, и на следующий день, 2-го, уже все схлопнулось. Ну, а потом было 3 октября. И где вас застал 3 октября? 3 октября я проснулась на 6-м этаже в помещении буфета, потому что спали мы там в разных местах, где находились какие-то стулья или кресла. Вот кому повезло, тот спал в креслах. Вот. На 6-м этаже, там на 3-4 стульях, я проснулась уже от стрельбы. То есть уже началась стрельба, мы подошли к окну и увидели, что у баррикад уже лежали люди какие-то. Мы сначала не поняли, что некоторые из них были ранены. Мы увидели танки, а потом до нас дошло, что штурм, он так или иначе начался. Давайте чуть-чуть назад отступим. Да. Расскажите, а почему вы вообще спали в Белом доме? Вы же туда просто на работу ходили? Я говорила уже про то, что кольцо до какого-то момента, по крайней мере, было проницаемым, но власть все-таки училась, и у меня там было пара разговоров с тем же Сергеем Александровичем Филатовым, когда я звонила ему по телефону изнутри Белого дома и говорила, что так нельзя, да, то есть милиция стоит, вроде бы ее задача всех выпускать и никого не впускать, а на самом деле постоянно происходит просачивание туда самых разных людей, и баркашовцев, и приднестровцев, кого угодно. И постепенно все-таки кольцо было, если можно так сказать, ужесточено.
И проходить внутрь становилось все труднее. Да? Это с одной стороны. А с другой стороны, ну тоже я журналист, и поскольку в последние дни почти каждую ночь депутаты ждали штурма, ну, я не могла покидать Белый дом, потому что если штурм будет, надо как-то его все-таки увидеть, чтобы потом описать. И поэтому в последние дни уже мы почти не уходили. А страх был тогда, что, может, и не придется все это описать? До штурма нет, никакого страха не было. Ну, потому что, наверное, до именно этой ситуации я ни на какой ни гражданской, ни еще какой-либо войне не была. Это мирная профессия, парламентский журналист. Мгм. А кольцо когда организовали? Когда оно появилось? Я боюсь ошибиться, я могу не помнить точно, когда возникло кольцо, но мне-то представляется, что чуть ли не в самые первые дни, либо 21-го, либо 22-го уже оцепление стояло. Но это надо сейчас проверять, я точно не помню. И вы проснулись от выстрелов, поняли, что раненые лежат? Мы проснулись от выстрелов, поняли, что лежат раненые, и мы пошли выяснять, где находится руководство Белого дома. В конце концов, мы обнаружили всех на 3-м этаже. Это зал Совета национальности. Это такое место в середине Белого дома. Оно наиболее защищенное. Там нет окон, выходящих... Ну, там есть окна, да, но нет окон, выходящих на набережную или на противоположную сторону. Они выходят, если я правильно помню, все во внутренние дворики Белого дома. И там была основная масса депутатов и, ну, просто людей, которые работали в Белом доме. Я, кстати, ошиблась, я, по-моему, сказала, что это 3-го, это 4-го, естественно, октября. Это не 3-го. Да-да, 4-го. Да. Да, 3-го было все совсем другое. Вот это сейчас, ну тогда вернемся, если надо будет, Да. к тому моменту. Да. И там было очень много женщин и детей. Потому что, когда накануне оцепление было прорвано, а точнее сказать, оно просто как-то растворилось, был такой момент в этой истории, когда милиция ушла. Отозвали ее, не отозвали, до сих пор об этом ломаются копья. Но вокруг Белого дома оцепления не было. И когда люди из Белого дома уже поехали на Останкино, захватывали мэрию до этого, то к находившимся в Белом доме пришли родственники, пришли просто зеваки с улицы. Там было много, действительно, там 15-16-летних детей, да, которым было интересно посмотреть на такую маленькую войнушку, да, в центре Москвы. Кому-то пришли жены, кому-то, наоборот, мужья. И тоже некоторые пришли с детьми. Вернулись буфетчицы, которые вроде бы накануне все-таки покинули этот Белый дом. То есть там действительно было много разных вот таких вот людей, которые почти случайно внутри оказались. И вот это было самое страшное. Потому что там были какие-то дети удивительные, привезенные странными людьми с Украины. Там девочки и мальчики лет по 13-14, со странными такими фанатичными лицами. И я помню, это один из самых таких поразивших меня моментов, как они, знаете, есть такие палки или штыри, которыми удерживаются ковры на лестницах. И они вытаскивали эти штыри, и бородатый человек учил их, как этими штырями воевать. Да? То есть, ну, вот, кали, руби. Там. И говорил им, там, например, такие вещи, что «а вот есть вам сегодня нельзя, да? Потому что пуля на сытый желудок гораздо хуже, чем пуля на голодный желудок». Это дети стояли в шеренге и слушали. То есть, 13-14 лет. Мы там с трудом добились, по-моему, нашли депутата Шуйкова и попросили его, чтобы он вот сделал все, чтобы их увели куда-то. Уже когда началась стрельба, их там увели в подвал. И я надеюсь, что все они остались живы. То есть там были странные люди.
внутри. Ну, то есть это прям вот Африка какая-то, да? То есть Ну, Африка, что не должно быть в Африка, голове да, у людей, но чтобы привести туда детей, да, я чтобы... не знаю, что должно быть в голове у людей для того, чтобы тащить туда детей. Не знаю. А давайте вернемся тогда в 3 число. Вы 3-го тоже провели весь день в Белом доме? 3-го, да. Я, наверное, не вспомню, ну, не так ярко запечатлелось, как мы проснулись 3-го, ну, как-то где-то проснулись в каком-то месте. И я по времени не помню, во сколько ну, начался штурм мэрии. Ну, наверное, все-таки в первой половине этого дня все было. Вот мы просто услышали, что кто-то вот закричал, что пошли на мэрию. И уже видно было из окон Белого дома, что оцепления нет. Ну, какие-то кучки, может быть, еще военных там были или милиции, но совершенно беспрепятственно люди прошли к зданию Сева. Видно было, как они ломали машиной, подъезжали на машине к дверям. И потом мы оставались в Белом доме, потому что пытались там звонить, понять, что происходит. И через какое-то время уже оттуда, из мэрии, в Белый дом пригнали дзержинцев. Это я не помню, сколько, ну там человек 30, может быть, ребят стриженных, без оружия, совершенно растерянных, без командиров, которых боевики захватили в плен. Вот. И мы пытались выяснить, что они собираются с ними делать. Вот. Но вроде как нам пообещали, что никто их там к стенке ставить и расстреливать на месте не будет. Я помню, долгое время они сидели на лестнице, вот, просто озираясь по сторонам. Вот, там ходили всякие слухи, что захватили то Шахновского, это управделами мэрии на тот момент был, то еще кого-то. Не все они подтвердились, но действительно кого-то захватывали, кого-то били. Было очень тяжелое ощущение. Я прекрасно помню, как уже такая восторженная толпа встречала на балконе Белого дома выход Хасбулатова и Рудского, как они говорили, что а теперь пора идти на Кремль. Это все было, это все, насколько я понимаю, на пленках записано, как бы потом не отрицали это люди. И потом, и после этого несколько машин ушло к Останкино. И тоже очень яркий момент этого дня, когда... А ведь 1 числа, после договоренности 1 октября, свет в Белом доме был действительно включен. То есть заработали телевизоры, которые раньше не работали. Ну, как-то можно было спокойно передвигаться. И его 3-го еще никто не отключил. И вот тяжелый был момент, когда вдруг отрубилось телевидение. То есть было полное ощущение, что все, что Останкино взято, и что будет дальше, совершенно непонятно. Потом выяснилось, что оно было отключено изнутри Останкино. Но мы в Белом доме находясь, мы этого не знали. Вот когда по экрану идут полосы, это так. Ну, а в Белом доме все очень радовались. Угу. А вообще как поступала информация? Информация поступала в основном по телефонам. Это было очень сложно, потому что долгое время света не было, связь внутри Белого дома не работала. Ну, не внутри, а вообще телефонная связь стационарная. У некоторых людей, у меня, например, в том числе, были такие спутниковые телефоны, прообраз мобильных. Мобильных тогда еще массово не существовало. Это такая вот, в общем, очень большая бандура, которую нужно было заряжать постоянно. И она очень часто, этот спутниковый телефон садился, и все, тогда связи никакой. Был, правда, один забавный телефон, неубиваемый, стационарный, в комнате агентств. Телефон принадлежал ТАССу. Мы дружили все вместе там как-то, и нам время от времени мы могли им пользоваться, но это была смешная связь, его не могли отключить. Оттуда сигнал шел только в ТАСС. То есть можно было из Белого дома позвонить в ТАСС,
и там у человека какого-то узнать, что происходит снаружи, что говорят по телевизору и так далее. Вот это была такая забавная штука, иногда мы ей пользовались. Но передать сообщение в редакцию по нему, естественно, было нельзя. То есть можно было только в ТАСС передать. Мгм. А какая атмосфера там царила 3 числа? Среди людей, находившихся в Белом доме, да, сторонников Верховного Совета, 3 октября, конечно, была эйфория. Было полное ощущение победы, перелома, что все, страна наша, мы победили, поэтому и приходили люди в огромном количестве туда, все очень радовались. Ну, наверное, среди тех немногочисленных представителей, там, журналистов, поддерживавших президентскую власть, которые находились в Белом доме, были обратные настроения. То есть было ощущение, что все пошло не так, как предполагалось. А на чем эта уверенность была основана, что вот вы говорите, страна наша? Ведь реально ничего не было достигнуто. Я думаю, что уверенность в победе была основана на том, что действительно удалось войти в здание мэрии, удалось захватить скольких-то военнослужащих, машин, и просто удалось поехать куда-то. Да, то есть они смогли вырваться из вот этого круга, да, замкнутого, и были готовы, как я понимаю, действительно и воевать и за Останкино, и если бы рискнули, наверное, пошли бы и в сторону Кремля, но этого не случилось. Мгм. Я не знаю, как еще сказать. Они поняли, что они уже не в окружении, да, что можно свободно входить, выходить. Там стали приходить какие-то люди, их, может быть, не так много было, я не могу сказать, сколько в целом после 3 было внутри Белого дома людей, может быть, до 1000 человек. Но когда ты видишь, что подходят все новые и новые люди, да, создается ощущение, что тебя поддерживает, может быть, чуть не вся страна. А в чем смысл снятия кольца был? Так и непонятно, да? У меня нет ответа на этот вопрос, окончательного. Но я думаю, там были проблемы среднего звена. То есть, когда толпа повалила на милицию, командиры приняли решение уводить людей. То есть, там был вариант такой: либо стрелять в тех, кто идет на тебя, да, и тогда убивать вместе с вооруженными людьми и безоружных, да, потому что безоружных там тоже было достаточно много, либо уходить. То есть я так понимаю, что просто именно командиры среднего звена приняли решение людей увести, не ввязываться. Так произошло. И что происходило 4-го? Вот вы проснулись, посмотрели в окно, увидели, что на улице лежат раненые. 4 октября в основном все сидели, все более-менее мирные люди, скажем так, потому что там таких было много. Депутаты, буфетчицы, сотрудники аппарата, сколько-то действительно детей. В основном люди сидели в зале Совета национальностей, пели песни, например. Было опять темно. Не знаю, рассказывали какие-то анекдоты, смешные истории, потому что нужно было как-то подбадривать друг друга, убить время. Люди с оружием, естественно, заняли позиции по периметру Белого дома. Они отстреливались. Мы несколько раз с этого 3-го этажа уходили и делали обход. Но с каждым разом это становилось все опаснее. Но мы видели боевиков, да, стрелявших изнутри Белого дома. Пули прилетали, конечно, и снаружи Белого дома. Там при мне ранила корреспондентку из постфактума. Мы как-то очень так легко шли по коридору, в конце которого было окно. И оказалось, что этот коридор простреливается насквозь. Причем очень забавно, пули было видно. Они, видимо, были трассирующие, то есть их как-то в сумраке было видно, как они летят. И мы все попадали. Одну девочку задело. Там потом ее утащили в какой-то кабинет, и я пыталась вспомнить,
уроки школьные по перевязке. Нас в Советском Союзе учили перевязывать, ну так, с трудом, с трудом. Вот, ну там все обошлось. Еще одного моего, ну, хорошего знакомого ранило, когда он выглянул из окна, ему раздробила челюсть, неаккуратно посмотрел. Вот, были потом тяжелые операции, но починили. Ну, то есть там была война, да. 4-го это была война, стреляли снаружи, стреляли изнутри, потом удивительно очень быстро привыкаешь к автоматным очередям, но невозможно привыкнуть к выстрелам из танков. Это просто, ну, наверное, это самое страшное, потому что, хотя стреляли по верхним этажам, естественно, никто не целил в третий там или в те этажи, где находилось много людей, но просто каждый выстрел, это сотрясается весь Белый дом, ощущение, что он сейчас сложится как такой карточный домик. Вот, пожалуй, это самое тяжелое было. А тогда можно было сбежать? А тогда, ну, можно было не сбежать, можно было в какие-то моменты выйти, потому что в стрельбе наступали перерывы, приходили парламентарии с той стороны, там очень достойно вела себя Альфа. В какой-то момент вот этот зал Совет национальностей пришел, я уже точно не помню, он представился, по-моему, старший лейтенант или я не помню сейчас, какое звание. Пришел человек, альфовец без оружия, и просто он выступил перед депутатами и сказал, что он готов вывести женщин и детей, и всех, кто захочет выйти, и в это время не будут стрелять. И я помню, что многих женщин и детей, даже часть мужчин там находившихся, удалось вывести через первый подъезд, тот, который со стороны набережной. Они выходили, и все было хорошо. Ну, просто ушли далеко не все. Но у вас не было мысли, что вот сейчас как раз пора отсюда валить? Потому что одно дело — это профессиональные обязанности журналиста, да, но когда это угрожает жизни, то это уже переходит границы. У меня не было желания уйти из Белого дома, потому что там сложно сейчас оценивать, да, насколько это стокгольмский синдром или еще что-то, да, но я себя убеждала, говорила, что коли мы уж тут находимся на протяжении почти 2 недель, да, почти безвылазно, то нужно находиться здесь до конца, да, нужно понять и увидеть, чем дело кончится, чтобы потом иметь возможность про это рассказать. Там, как раз момент, про который я рассказывала, что когда выводили женщин и детей, мне предлагали, конечно же, тоже покинуть, и многим моим коллегам там тоже были, и помимо меня было достаточно много женщин-журналистов. Большинство из нас отказалось, потому что все-таки мы же должны были это увидеть и понять, как это закончится. И я абсолютно не жалею. Угу. И что вы почувствовали, когда вы услышали? То есть вы знали, что вот сейчас будут стрелять из танков? Или вы об этом узнали от сотрясения здания? Мы увидели танки. Мы увидели танки, что они стоят на мосту. Танки или БТРы, я могу ошибаться, ездили по площади с другой стороны, разбивали баррикады. То есть мы понимали, что, в принципе, наверное, в какой-то момент они могут стрелять, начать стрелять. Точно мы это поняли, естественно, по первому выстрелу, да, когда все здание сотряслось. И что вы подумали в этот момент? Я подумала, что надо что-нибудь написать в записной книжке или что-то такое там. Так вот, в общем, надо вспомнить, что у меня, в принципе, есть, и быстренько написать, кому это потом отдать. Вот, как-то... Потом я поняла, что это как-то глупо, потому что у меня не так много чего есть, так что завещать особо нечего было. Вот, были такие моменты. Я все время там что-то писала. Да, потому что в тот момент звонить оттуда было уже невозможно. Там сели все телефоны, какие только были. Один раз мне удалось позвонить с какого-то хасбулатовского телефона, передать что-то в редакцию. А потом было невозможно, поэтому можно было только записывать. Ты видишь, там мимо пронесли труп, да, записываешь. Мимо пронесли труп, там пахнет чем-то. Там видишь, что там депутат
запел песню какую-то, да, тоже это записываешь. Там я поговорила с Хасбулатовым, что-то себе записала. Это помогает держаться, да, потому что когда ты работаешь, то всегда легче. Хотя там, да, наступали моменты полной апатии, когда уже действительно не хотелось выходить не потому, ну, что тебе хочется геройствовать или еще чего-то, а потому что на это уже не было моральных сил. Да? Проще сидеть и ждать, чем дело кончится, чем встать и куда-то пойти. То есть были и такие моменты. Но это вообще тяжелый был день. Мгм. И после того, как первый выстрел прозвучал, сколько это все продолжалось? Я помню, когда это все закончилось. Это закончилось около 5, ну, по крайней мере, для меня. А началось все очень рано утром. То есть 6-7 утра – это начало. И да, наверное, ближе к 5 это уже конец, это уже приход Альфы и уже такой вывод всех из здания Белого дома. Ну, расскажите, пожалуйста, чуть подробнее про сам обстрел. Вот они выстрелили из пушки, началась паника. Что было дальше? С каким интервалом следовали залпы? Сколько их было? Ну, мне очень трудно вспомнить, сколько было выстрелов, да, из танковых именно. Это сейчас невозможно. Когда ты там находишься внутри, ощущение, что их очень много. Я понимаю, что они стреляли с какими-то промежутками. Ну, это очень такая тягучая вещь там была, да, то есть люди приходили, уходили, мы ходили по Белому дому, где-то попадали под обстрелы, возвращались, там из танков выстрелили, все попадали. Прошло там полминуты, живые-живые, да, стекла ну, вот внутри там не посыпались, встали, пошли дальше. Это повторялось, да, каждый раз. Вот. Где-то пришел Хасбулатов, ушел Хасбулатов. Да? Где-то вдруг там в какой-то момент буфетчицы откуда-то принесли жареных куриц. Откуда они их взяли, совершенно непонятно. Ну, видимо, третьего как-то кто-то. Вот. Стали всем предлагать. Там Хасбулатов отказался. Там дети эти несчастные, которые там находились, которым объяснили, что есть нельзя, отказались, а я, например, была голодная и съела кусок этой курицы. Ну, это была, ну, такая вот жизнь, да, то есть, ну, в какой-то момент было понятно, что просто нужно дождаться конца, да, что все это когда-то должно закончиться. Вот, ну, оно закончилось, я даже помню, как. Мы в этот момент сидели не в зале Совета национальности, а в коридорчике рядом с ним, где-то в каком-то темном. И со стороны прохода просто появились люди в полном обмундировании, тогда еще непривычных этих шлемах. Сделали вот нам вот так. Мы спросили сразу, альфа они или не альфа. Объяснили им, что здесь находятся журналисты. Надо сказать, что отношение к журналистам было на редкость вежливым. Сейчас это трудно представить. Очень доброжелательным. Там кого-то, может быть, обыскивали, но когда пришел начальник, ну, главный командир этой группы, и понял, что журналист, он сказал, что прекратите обыскивать журналистов, все, если вот хоть что-то там произойдет с ними, да, будете отвечать передо мной. И потом нас просто вывели на первый этаж. Там пришлось, правда, сесть на пол, потому что шла стрельба, а на первом этаже в фойе огромные окна, и они простреливаются насквозь. Через какое-то время, когда все так чуть-чуть утихло, уже нас вывели на улицу. То есть это штурм был, да? После выстрела был реальный штурм? Ну, это был реальный штурм, но он был такой, я бы сказала, что сам штурм был довольно тихий по сравнению с танковым обстрелом и, ну, автоматным обстрелом, там, пулеметным, не знаю каким. Просто Альфа вошла тихо в здание и, насколько возможно, бескровно и безболезненно стала выводить людей. Потому что после нас сразу стали выводить депутатов. Там было, правда, немножко другое отношение. Они шли с поднятыми руками, насколько я помню. Но, как мы помним, ни один из депутатов не погиб. Да? Ни один.
А в каком состоянии был Хасбулатов, когда вот он там бродил по коридорам? Мне казалось, что в очень тяжелом состоянии, что Хасбулатов был в очень тяжелом состоянии. Правда, мне потом... Скажите еще раз. Да. Э, Хасбулатов, как мне казалось, был в очень тяжелом состоянии. Он не совсем адекватно понимал, что происходит. Потом, правда, мне объясняли, что он просто был уставший, не спал сколько-то ночей. Но он находился в какой-то прострации. Он приходил в зал, сидел. В какой-то момент в зале вдруг почувствовался запах дыма, и депутаты стали возмущаться, кто же такой наглый, кто тут, кто вообще вот внутри зала Совет национальности курит. Потом увидели, кто курит, а это Хасбулатов курил трубку. Вот, кому надо курит. Вот, не стали его никак, естественно, стыдить. Приходил, уходил. Когда вот мне удалось с его же телефона дозвониться до, по-моему, я не помню, до «Коммерсанта» или до «Рейтера», потому что я и на «Рейтер» передавала какую-то информацию. И я помню, я спросила его, вот есть связь с внешним миром, да, там, Руслан Имранович, что вы хотите что-то сказать? Вот сейчас уже, да, после стрельбы этой. Вот. И он ответил, а что сказать? Сама скажи, пусть помощь придет. Понятно, что уже на самом деле надежды у него ни на что не было. А где их нашли? Они где-то прятались? Я имею в виду Рудской и Хасбулатов. Я не могу ответить на вопрос, потому что это было без меня. Да, и, насколько я понимаю, Рудского нашли где-то то ли на 5-м этаже. Но это я могу ошибаться, потому что этого я не видела своими глазами. И не знаю, как конкретно их арестовывали, как они себя вели. Вот знаю только, что, опять же, их вывели живыми, и все с ними потом было в порядке. Угу. А вот когда вы были внутри, вы знали о призывах Рудского к летчикам поднимать самолеты и бомбить Кремль? Тем, кто был внутри, это все было известно? О том, как Хасбулатов лично призывал 3 числа идти на Кремль, это я слышала своими ушами. Да. Рудской говорил примерно то же самое. Рудской, и это даже не нужно спрашивать меня, есть записи, как Рудской зовет вертушки на помощь Белому дому. Но вы знаете, меня даже не столько это там пугало, потому что это слова в основном. Меня пугал уровень антисемитизма, который был внутри, потому что там же было очень много баркашовцев, и при мне были такие случаи, когда они обступали каких-то людей и, что называется, не по паспорту, а по физиономии определяли их национальность и начинали там ругать. Я бы не сказала, что бить, да, там совсем, но как-то издеваться, да, что ты сюда пришел, там, это было с некоторыми моими друзьями. Вот это было страшно, да, потому что ты идешь по коридору и с кем-то из своих коллег в темноте там, передергивается затвор автомата, и дальше ты не знаешь, да, как они себя поведут по отношению к людям. То есть там внутри было, в общем, тяжело. Ладно, это я пропущу. А не было внутри, не ощущалось внутри между сторонниками Рудского и Хасбулатова какого-то раскола из-за этих фашистских настроений? Понятно, что все они были людьми из прошлого, и всех их объединяли какие-то консервативные настроения, но вот эти фашистские дела, это ведь все-таки что-то другое? Нет, внутри, конечно, были разные люди, и депутаты разные, и, конечно, состав сильно изменился по сравнению с первыми днями. Потому что если в первые дни там пришло, на мой взгляд, большинство депутатов Верховного Совета, то потом очень многие понимали, что здесь происходит, что здесь собрались не те люди, что они не хотят иметь с ними много общего. Вот, и они просто уходили. Я не знаю,
Тот же Починок, да, он в первые дни я его там могла видеть, потом он уже ушел и не возвращался, и перешел, что называется, на президентскую сторону. И таких было достаточно. Было очень много, ну, если можно так сказать, нейтральных людей, которые абсолютно не разделяли какие-то экстремистские или антисемитские или националистические представления людей там находившихся, но они там оставались, пытаясь как-то вот все это смикшировать, как-то образумить людей. Да. Тот же Гончар, который, я не помню, он был ли тогда депутатом Верховного Совета или Моссовета, вот, но он туда приходил, да, и пытался вести тоже какие-то переговоры, уговаривал людей уходить оттуда. То есть люди там были разные. Там нельзя сказать, что это была такая монолитная группа, спаянная, которая вся хотела одного и того же. Заменим карточку? Я думаю, что там было довольно много людей, искренне убежденных в том, что они воюют за правое дело. Мы разговаривали с одним парнем, приднестровцем, с автоматом, но он был вполне вменяемый. Он говорил, что а вот как, вот у нас была великая Родина, Великий Советский Союз, теперь он развалился. Вот я был в Приднестровье, и мы были готовы отбить независимость этой, воевать за независимость этой республики, но нас оттуда увели, вот, бросили Приднестровье на съедение Молдавии. Он переживал, если можно так сказать, геополитически, да, за великую страну, как будто ее величие определяется размерами. И убедить его в том, что величие страны не в ее, не в том уровне страха, который она производит на другие страны, да, а в том, что она умеет делать для людей, да, что-то производит. Там. Мне, например, не удавалось. При этом он был нормальным человеком, как раз не фашистом никаким. Он пытался разговаривать, пытался объяснять. Вот ему не хватало вот этой гордости за страну. Были какие-то просто обычные женщины, да, из обслуживающего персонала, которые оставались там просто потому, что они там работали. У них не было никакой идеологии. Были депутаты, которые чувствовали себя просто отодвинутыми от пирога. Наверное, многие из них, если бы им предложили в тот момент быстро какие-то должности в администрации президента или где-то еще в правительстве, они бы покинули Белый дом. Кстати, надо сказать, что многие так потом и сделали, да? Уже когда все закончилось. А были люди, которые реально хотели вернуть советские времена, возродить сильную, мощную коммунистическую партию, прекратить весь этот разгул этой гласности, в общем, когда средства массовой информации пишут, что хотят, это очень многих раздражало там. Были и такие. А журналисты в основном молодые были, да? Это же все-таки 20 лет назад было? 20 лет назад. Вы в несовершеннолетнем возрасте. Да. Но мне было 26 тогда. Да, в основном молодежь, представители прессы, да. Были и постарше люди. Был там Слава Терехов из Интерфакса, который и тогда был старше, чем мы, лет, наверное, на 10-15. Вот. Но в основном, да, это представители новых средств массовой информации. Это и «Коммерсант», и газета «Сегодня». Вот сейчас я задумалась, правда, была ли тогда газета «Сегодня» уже в тот момент. Могу ошибаться. Может быть, она чуть позже организовалась. Новое российское телевидение. Вот. Было сколько-то иностранных корреспондентов. Да, в основном все от 20 до, может быть, 30-35 лет. Давайте паузу сделаем. В какой-то момент, когда ты стоишь внутри этого здания, и ты провел много времени
с людьми, они все-таки уже тебе близко знакомы, родные, не родные, но ты их знаешь, а снаружи по тебе, по ним и тебе стреляют, ты уже с трудом понимаешь, что такое наши, да, потому что наши вроде бы вот они вот, ну, поскольку мы все-таки поддерживали президентскую власть, да, они вот они снаружи, да, но они стреляют внутрь из танков, автоматов, пулеметов, и вот наших, которые сзади, там рядом, могут убить, да, и тебя могут убить. И ты уже не до конца понимаешь, да, где наши, потому что тебе этих жалко, и тех жалко, и люди какие-то странные на улице, которые пришли смотреть на все это как на представление там с детьми, с колясками. Ну, там было такое, да, вот между танков возили детей, вот как интересно все это тут происходит. И, естественно, когда все это закончилось, ну, я могу сказать, что, наверное, довольно долго я мало что могла делать, да, то есть мне потребовалось время, чтобы прийти в себя. И я даже могу сказать, что мне гениально помог Владимир Яковлев, это создатель «Коммерсанта», который, собственно, почти заставил меня написать книжку. Да. И это, когда ты это вот все туда выкладываешь, да, это спасает, да, это возвращает тебя к жизни. А так была довольно сильная депрессия, ничего не хотелось, но действительно была гражданская война, да, там действительно убивали людей с обеих сторон. Я очень хорошо там отношусь к Борису Николаевичу, но все равно мозг с трудом воспринимает, да, возможность войны, ну, у нас дома, да, в нашем городе, возможность смерти людей. Это было тяжело, да. А как вы к амнистии относитесь? К амнистии я отношусь очень положительно. На самом деле я была очень рада, когда это произошло, потому что Ельцин вполне мог повести себя как оскорбленный, испуганный, ну, если не диктатор, то авторитарный человек. Он мог захотеть, как мы думали, мстить. И я думаю, что Борис Николаевич не был рад этой амнистии. Не был. Но он не сделал ничего, чтобы ее отменить, как-то обратно вернуть их в тюрьму, этих людей. И это очень ценно. Да? Вот так получилось, да, что Дума приняла эту амнистию. И как бы это ему не нравилось, он остался в правовом поле, он не стал ничего нарушать, он не стал мстить, хотя мог бы, да, своим противникам. И вот это я считаю, что это было замечательно. Вероника, спасибо большое. Спасибо. Ну, надеюсь, ну, как смогла.